Джинсы в СССР. За что давали 15 лет тюрьмы? Представьте, 1980 год. Средняя зарплата 120 рублей, а одна пара джинсов стоит 200. За что советские люди готовы были отдать две зарплаты? И почему за продажу джинсов можно было получить 15 лет тюрьмы? Сегодня история самого желанного предмета одежды в СССР. Джинсы пришли с Запада, символизировали все, чего не хватало: свободу, индивидуальность, другую жизнь. Власти боролись как могли. За джинсы могли выгнать из института или уволить с работы. Но запрет только разжигал интерес. Классический эффект «запретный плод сладок». Все началось в 1957 году. Шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Советская молодежь впервые увидела иностранцев и их джинсы. Это был шок. Джинсы казались чем-то неземным. Яркие, удобные, с заклепками и оранжевой строчкой. Первые носители – моряки, пилоты, дети дипломатов, те, кто выезжал за границу. Лайфхак того времени – перед таможней надевали по несколько пар джинсов друг на друга. Сверху – форменные брюки. Представьте эту картину. Человек стоит в форме, потеет, но не сдается. Ради нескольких пар заветных штанов. Фарцовщики. Спекулянты, перепродававшие дефицит. За пару джинсов брали до 200 рублей при зарплате 120. Но давайте разберемся, почему за это сажали. Государству нужно было не просто запретить джинсы, а уничтожить саму частную торговлю. Покупка-продажа с рук считалась пережитком капитализма. Фарцовщик – это тунеядец и спекулянт, который не создает материальных ценностей, а паразитирует на чужом труде. Так говорила пропаганда. Статья 154 Уголовного кодекса РСФСР. Спекуляция. До 5 лет лишения свободы за обычную перепродажу. До 10 лет за систематическую торговлю. До 15 лет в особо крупных размерах или организованной группой. Резонансное дело. Рокотов и Файбишенко. Валентин Рокотов и Яков Файбишенко занимались черным рынком, включая джинсы и валюту. Их приговорили к смертной казни. Расстреляли. Это был сигнал. Государство готово на крайние меры. Фарцовщики работали в тени. Встречи у метро, в гостиницах. Товар в сумке, деньги в кармане. Если ловили с поличным, сажали. Но даже риск не останавливал. Потому что джинсы стали валютой. Их дарили на свадьбы, обменивали на другие дефицитные товары, передавали по наследству. Те, кому везло купить настоящие джинсы, носили их не снимая. Буквально. Спали в них, чтобы не украли. Государство видело, что запретить джинсы невозможно. Нужно было дать альтернативу. 1970-е. Первые попытки своего производства. Фабрики Тверь, Верея. Но это был не настоящий деним, а просто плотный хлопок. Не то, но хоть что-то. Советские джинсы были слишком скучными. Ровный синий цвет, идеальная покраска. Не то, что западные джинсы с потертостями и разводами. Легендарная Монтана. А вот это отдельная история. Монтана считалась немецким брендом. На этикетках писали «Made in Germany». На деле это была подделка от цеховиков, подпольных мастерских. Но люди верили и покупали. Как отличали фирму? Потому, как ткань выцветала. Настоящий индиго вымывался неравномерно, появлялись благородные потертости. Миф о мокрой спичке. Продавцы на черном рынке использовали хитрый трюк. Брали мокрую спичку, терли от джинсы. Если дерево красилось в синий – настоящее. На деле это был признак дешевого красителя, который быстро смывался. Но продавцы использовали миф для обмана. И покупатели верили, потому что хотели верить. Но даже подделки и советские джинсы люди носили до последнего. Джинсы носили до дыр. Когда ткань протиралась, ставили заплатки. Из задних карманов, из нижнего края штанин. Джинсы становились частью биографии. Каждая потертость – история. Феномен варенок. А в 80-х появился главный тренд – варенки. Молодежь придумала гениальный способ сделать джинсы, как на Западе. Рецепт. Первый. Джинсы туго скручивали. Второй. Перевязывали нитками, резинками, зажимами. Третий.
Опускали в кастрюлю с водой и белизной, хлорным отбеливателем. Четвертое. Добавляли пемзу или даже кирпичи для потертостей. Пятый. Кипятили часами. Результат. Уникальные разводы, потертости, винтажный вид. Каждая пара получалась неповторимой, но был и риск. Можно было отравиться парами хлорки или полностью испортить джинсы, если передержать. И все равно варенки стали культом. Если на тебе были варенки, ты в теме. Это показывало, что ты умеешь добывать вещи и умеешь их переделывать. Это была мода, рожденная в условиях дефицита. В 1990-е годы джинсы перестали быть дефицитом. Их завезли тоннами. Levi's открыли магазины в Москве. Цены упали до нормальных. Ажиотаж спал. Но ностальгия осталась. Сегодня винтажные советские джинсы, те самые варенки или первые Levi's 70-х, продаются на аукционах за сотни долларов. Почему? Потому что джинсы в СССР – это не просто история моды. Это история о свободе, о риске, о том, как люди готовы были платить 2 зарплаты и даже рисковать свободой ради куска синей ткани. Это история о изобретательности, как в условиях тотального дефицита люди находили способ выразить себя. Форцовщики рисковали свободой, получая сроки до 15 лет. Домашние химики, варильщики – здоровьем. Но они делали это, потому что хотели быть собой. Джинсы стали символом. Символом того, что желание быть собой сильнее страха. И, возможно, именно поэтому джинсы до сих пор в моде. А у вас или у ваших родителей была история с джинсами? Пишите в комментариях, соберем народную летопись. Подписывайтесь. В следующем видео еще один исторический факт.